Всех приветствую на моем канале. Сегодня с вами хочу поделиться способом, как набрать петли для рукава, чтобы у нас не было отверстий и никаких некрасивых или растянутых петель. Такой способ подойдет для любого реглана, хоть сверху, хоть снизу. Я вам покажу на примере вязания реглана снизу. А это ничем не отличается, потому что у меня есть открытые петли по рукаву, открытые петли по подрезу. И сейчас я вам расскажу главный секрет, чтобы не было никаких отверстий. Обращаю ваше внимание. Посмотрите, когда вы делите полотно и отделяете подрезы, нужно вот эту вот петлю, которая перед тем, как снять петли подреза, провязать скрещенной. Вот она, скрещенная петелька. Причем, видите, вот эта вот дужка, крайняя, она идет вот таким образом в сторону полотна. Вот скрещенная, вот идет обычная петля рядом, вот она. И вот следующая петля, она скрещенная. Видите, закрытая, в ней почти не видно отверстия. И вот эта дужка скрещена в сторону переда. И также со второй стороны. Вот она петля, скрещенная идет, и дужка скрещена в сторону спинки. Вот петля открытая. Вот они легко просматриваются, две ее дужки. Если я подхватываю эту петлю, то так легко две дужки мы не увидим, потому что петля провязанная скрещенной. То есть такая петля должна быть провязана в том ряду, когда вы сбрасываете петли рукава или петли подреза, смотря какой реглан вы вяжете, сверху или снизу. И сейчас я покажу, как в этом месте набирать петлю. То есть мы подсоединяем рабочую нить. Я сначала провязываю петли подреза, ровно половину из этих петель, потому что шов рукава будет по центру. И посмотрите, дальше мне нужно перейти на петли рукава. Но чтобы перейти без отверстия, я вот обращаюсь к вот этой вот скрещенной петле. Вот она, скрещенная петля. Вот дужка, которая направлена в сторону спинки, получается. И я хватаю ту дужку, которая скрыта. Вот таким образом ее вытягиваю. И завожу спицу сзади. И только потом набираю петлю. Посмотрите, что получается. У нас здесь получается такой вот крючок. Вставлю вам картинку, как швейный крючок выглядит. Сейчас спицей покажу. Посмотрите. Раз, завитушка, и вот эта петля идет, и вот здесь вот такая вот завитушка. И благодаря этому у нас не останется никаких отверстий. И дальше мы переходим на петли рукава и начинаем их поднимать. У меня открытый набор здесь использован при помощи цепочки из воздушных петель. На просвете вот хорошо видно. Вот видите, как петля вот она идет. И посмотрите, что она вот так закручена сюда. Да, как такие бараньи рога. Вот она. И это очень красиво смотрится в полотне. И никаких отверстий каких-то, которые не соответствуют самому вязаному полотну. Вот видите, вот само отверстие, да, внутри петли, внутри вязания. И как выглядит отверстие, где мы набирали дополнительную петлю. Сейчас доходим до второй стороны, и я покажу, как там подцеплять петлю. Я провязала петли рукава. То есть нужно сейчас мне вновь перейти на подрез. Посмотрите, вот она, эта скрещенная петля. Вот дужка одна идет в сторону переда. Я под эту дужку ввожу спицу и подхватываю вторую дужку, которая является скрытой. Вытянула дужку. Теперь вот таким образом ее скрещиваю и ввожу спицу и набираю петлю. И мы здесь получили точно такой же крючок, как застежка.
Сейчас я вам его прорисую спицей. Вот он, видите? Вот сюда вот заворачивается, и вот здесь вот также заворачивается петелька. И в итоге скрещенной петли у нас здесь не получается по факту. Видите, петля обычная, дужки разошлись. Но она хорошо закрученная. И вот это место подреза будет без дырочек и без всяких растянутых петель. И все, и дальше продолжаем вязать петли подреза. Вот оно как все выглядит в самом полотне. То есть вот это была скрещенная петля, которую мы необычным способом подхватили. Вот сюда завиток идет и вот сюда. Сейчас я свяжу рукава и покажу вам, как это будет выглядеть на готовом изделии. Посмотрите, что получилось в готовом варианте. Я уже убрала дополнительную воздушную цепочку, которая держала петли рукава. Вот она, эта застежка. Помещаю вам сюда фотографию. Это такая швейная застежка в форме крючка. Посмотрите, вот идет петля, и вот сюда вот заворачивается. И здесь также идет петля, и вот таким образом заворачивается. В итоге это место подтягивается за счет перекручивания такого двойного у петли, и не образуется лишних отверстий. Посмотрите, оно аккуратно выглядит с любой стороны. Вот тоже вторая сторона у нас. Вот она идет петля, и вот сюда закручивается. И также вот здесь вот она идет, и вот сюда закручивается. И второй рукав, он выглядит точно так же. Я думаю, вам обязательно понадобится этот метод, поэтому сохраните видео себе в плейлист, обязательно поделитесь им со своими друзьями, которые также любят вязать. А скоро будет готов мастер-класс вот на этот вот шикарный пуловер. Я вам даже сюда вставлю небольшое видео, как он выглядит. И не забывайте, конечно, поставить лайк. До скорых встреч. Всем пока!